Всем привет! Сегодня у нас такая коробочка от фирмы Моделист, очередной перепак L39 Альбатрос, артикул 207-243, 72 масштаб. В общем, как понятно, что у Моделиста, да, только перепаки. Модель очень известного чехословацкого самолета, который в основном использовался прежде всего по всему соцблоку странам Варшавского договора как учебный самолет, ну а также как легкий штурмовик и что-то такое. В общем, модель является перепаком, судя по данным интернета, модели фирмы российской модельной Южный фронт, South Front 2014 года вроде бы как, то есть в принципе не такая уж старая модель, хотя и не то чтобы очень технологичная. А фирме исходник вот это откуда взята модель, собственно пластик, пресс-формы, не точно не уверен. Южный фронт, ничего в данный момент я не слышал о выпуске каких-то новых моделей, да и вообще, если честно, от этой фирмы уже давно как бы ничего и, скажем так, вообще я ничего не слышал, так что вполне возможно эта компания, этот бренд, он уже давно не существует, вот только в таком виде перепаков Моделиста до нас и дошел. Ну, у Моделиста, в принципе, все по стандарту, цвета коробки, боксарт, видно, что это Спарка, собственно, у нас советский, судя по всему, вариант машины. Значит, на боковиках у нас видно, что масштаб 73, немного совсем деталей, размеры модели, то есть 13 на 17 сантиметров. Собственно, на боковиках еще видим боксарт, также советская техника, Беркут С-37 и самолет-невидимка, но это какой-то концепт, я не знаю, такого я, честно говоря, не видел. И краски у нас, кстати, перечислены. Вот это, кстати, я не видел, по-моему, на других коробках Моделиста, то ли это достаточно свежий выпуск, потому что по-моему, краски обычно Моделист аналогично Звезде не печатал раньше на боковиках, но вот видно, что он на Моделиста на Мистер Хобби дает довольно неплохой выбор. Да, ну и собственно, что английское и российское название. Что в коробке у нас? Так, коробочка стандартная у Моделиста. Открыть тяжело, плотно прилегает. Значит, верхняя загрузка. Что у нас внутри? Инструкция. Пакет с литниками один. Видно, что литники небольшие, то есть, в принципе, при желании размер коробочки можно было на треть уменьшить. И декалька, просто лежащая отдельно. Так, что по декали можно сразу сказать, что, насколько я понял, в исходнике от фирмы Южный фронт декаль была гораздо больше, обширнее и вообще другая. У Моделиста же она сильно упростилась, сократилась, то есть большинство технически с нее пропало, осталось только вот, можно сказать, самое необходимое. Так, ну начнем, как обычно, с инструкции. Внезапно, несмотря на то, что набор небольшой, в принципе, достаточно дешевый, инструкция у Моделиста, она, в принципе, такая, ну, по меркам этой ценовой категории богатая, то есть книжечка такая склепанная. Внутри, значит, у нас бокс-арт описание, ну, единственное, что, конечно, черно-белое, ничего особенного в ней нет. Ну, чтобы, так сказать, наверное, совсем не опускать историческую часть, можно, наверное, зачитать небольшую справку. Л-39 Альбатрос, Чехословакия, 1968 год. С появлением реактивной авиации для обучения будущих летчиков для ВВС стран-участник Организации Варшавского договора потребовались новые учебные самолеты с экономичными турбореактивными двигателями. В Чехословакии разрабатывали такой учебно-тренировочный самолет УТС с середины 50-х годов прошлого века. Созданный для этих целей в 1956 году Л-29 Дельфин оказался весьма простым в пилотировании и неприхотливым в эксплуатации, но имеется в виду предшественник самолета. Быстро полюбился авиатором. Вместе с тем в машине был присущ ряд недостатков, а попытки их устранить показали, что у Дельфина невелик потенциал модернизации. К тому же быстрое развитие авиации выдвигало новые требования в подготовке молодых летчиков. Так возникла необходимость в новом УТС. 15 июля 1964 года по заказу Министерства национальной обороны Чехословакии было подготовлено техзадание на
новый УТС, за которым утвердили название Ил-39 «Альбатрос». Работы по созданию нового самолета передали народному предприятию «Аэроводочеты», надеюсь, правильно прочитал. Это был новейший чехословацкий авиазавод, построенный в 1953 году в деревне Водоходы. Ну, Водоходы, да. Свой первый полет Ил-39 совершил 4 ноября 1968 года, а в 1972 году был выбран основным учебно-тренировочным самолетом страны-участника Организации Варшавского договора. Ну да, то есть это достаточно редкий случай, когда чехословацкая и по разработке, и по, в основном, наверное, по производству машина, она, в принципе, стала стандартом и для Советского Союза, и для других стран Варшавского договора. То есть в Советском Союзе тех же машин было просто дофига, и очень много летчиков, я так понимаю, на них училось. Один из небезызвестных фактов, например, в Ичкерии перед войной у Дудаева на аэропорте Ханкала оказалось довольно большое количество этих учебных самолетов, которых Дудаев даже некоторое время планировал создать в ВВС Ичкерии, пока их, собственно, в начальный период войны не разбомбили, Первой Чеченской. Так, относительная дешевизна, хорошее летное качество, неприхотливость в обслуживании сделали Ил-39 Альбатрос одним из самых массовых и активных УТС. По количеству выпущенных машин Альбатрос занимает почетное четвертое место в мире после американского Т-33, советского МиГ-15 и своего предшественника Ил-29 Дельфин. То есть чехи производили между тем на 2 топовых места по количеству самолетов в мире, то есть что действительно выпуски огромные были. В качестве учебно-тренировочного самолета, а также легкого штурмовика, Ил-39 эксплуатировался более чем в 30 странах мира. То есть он до сих пор куча где эксплуатируется. Не знаю, производится или нет, кстати. В том числе в России, Болгарии, Чехии, Ираке, Румынии, Сирии, Таиланде, Вьетнаме и других. Самолет очень популярен среди участников пилотажных групп во всем мире, в том числе и в России. Ил-39 использует пилотажная группа «Русь» на базе Вадинского учебного авиационного центра под командованием летчика-инструктора Анатолия Марунько. Так, ну ладно, не будем дальше рассоливать. Дальше, собственно, у нас идет инструкция, начинается с советов, краски, как уже было, те же краски, что на это, краски данный моделист, которые, собственно, у нас моделист выпускает. Они, кстати, по номерам номенклатуры, по-моему, совпадают со звездовскими, насколько я помню. И, соответственно, даны на Мистер Хобби и Мистер Колор. Соответственно, нитро и акриловые краски от Ганзы. Вот, они, собственно, даны. То есть, по сути, у нас 3 варианта. На коробке 2, тут, в принципе, 3. Дальше идет инструкция. Тут, кстати, в этом смысле хорошо. То есть, у инструкции моделист сейчас страдают, что они исходные инструкции исходного производителя не очень хорошо форматируют, уменьшают, умельчают. Тут, в принципе, все круто, практически как у оригинала. То есть, крупно, красиво, понятно. Вот за это лайк. Как бы вот видно, что все начинается с кокпита. Тут сразу же, видимо, предлагают подкрасить. Ну, что логично, так как кокпит уже красить тяжело, когда он установлен. Видно, что декалями выполнены приборные панели, как, собственно, на обоих местах, так сказать, ну, можно сказать, наверное, стрелка, оператора и пилота, но вполне не очень понимаю, как в учебных самолетах у них организована спарка. Наверное, в принципе, оба пилотировать могут. Значит, дальше, опять же, кокпит дальше собирается. Ну, детализация, видно, такая, в принципе, вроде рельеф есть и декаль, то есть... В принципе, и то, в отличие от, например, арковского И-16, тут хотя бы хоть что-то по внутряночке присутствует. Дальше, значит, идет половина корпуса у нас, видно, собирается. Вот эта часть, кстати, она у нас выполнена в прозрачном пластике, я так понимаю, сопла единственного двигателя. Какие-то части перегородки внутрь ставятся. Вот, собственно, смыкается у нас 2 половины корпуса фюзеляжа, между ними, собственно, ставится проставка в виде этого самого кокпита, 2 спарки собранного, ну, какие-то еще мелкие детали. Кресла, собственно, пилотов у нас появляются только вот здесь, их 2, они устанавливаются уже в уже собранный кокпит, скажем так, в собранный фюзеляж. Дальше остальные элементы планера, собственно, собираются, хвостовое тут оперение, воздухозаборники, собственно, крылья. Тут видно, что-то у нас пропиливается под пилоны вооружения, судя по всему.
И, собственно, вот у нас уже появляется, значит, полностью собранный планер. И здесь на 7-м шаге шасси, значит, видно, что колеса одной детали, передние, задние, дополнительные всякие элементы. Вот вооружение. Но это, судя по всему, не знаю, сложно сказать, это либо подвесные баки, либо бомбы, но скорее подвесные баки, скорее всего, да, и какие-то ракеты. Вот. Ну да, да, как самолет, легкий штурмовик, в принципе, вооружение тут тоже дано. Сразу, опять же, пишется, как подкрашивает, тоже, в принципе, все довольно прикольно и понятно. И буквально 8-й шаг, то есть деталей мало, уже все заканчивается фонарем кабины пилотов. Соответственно, из 3 частей он состоит, и я так понимаю, можно, в принципе, по желанию его вроде как открытым, так и закрытым собрать. Ну, дальше декали и, собственно, схема окраски. В отличие от оригинала, схемы окраски у нас черно-белые. И я так понял, что от оригинала они отличаются. И у нас их две, но, к сожалению, абсолютно никакой исторической привязки нет. То есть, что именно за подразделение, тут имеется в виду, какой страны, что, какой год, ничего не понятно, просто два варианта. То есть, первый вариант такой вот, с каким-то забавной такой эмблемой на носу самолета. Не очень понял, кстати, что за эмблема, потом посмотрим на нее. И второй, собственно, вот такой с темным камуфляжем. Тоже тут свои декали, собственно, раскраска и все. Ну, так вот бюджетненько немножко подошли. И в самом конце дана, собственно, раскладка ледниковых рамок, коих немного. Так, что у нас, собственно, тогда получается по... Можно сразу глянуть декаль, раз она у нас отдельно лежит. Декаль, как я уже сказал, маленькая по сравнению с оригиналом. И при этом она у нас, к сожалению, не без дефектов. Вот видно, что вот на этом элементе дефект какое-то смещение, что-то пропечаталось явно лишнее. Вот тут, кстати, по-моему, тоже какие-то проблемы. Сложно сказать издалека, что это, но вряд ли, скорее всего, действительно какая-то кривая печать. Ну, подзамазана, в общем, декаль достаточно маленькая и, судя по всему, с дефектами напечатанная. Ну, может, конечно, конкретно мне так повезло. Вот эта самая эмблема. Но это, судя по всему, глаза, наверное, должны изображать. Ну, не знаю, не уверен. Вот. И, собственно, все, что у нас остается после всех этих манипуляций, это, собственно, пакет с литниками. У моделиста, кстати, как у Арка сделано прикольно. Можно открывать даже не разрезая пакет, значит. Все, и буквально по технологии литье низкого давления все сделано. То есть все довольно старое. Два литника. Первый литник, собственно, у нас... так, литники у нас, кстати, разные все-таки, да, тут было сомнение, что они одинаковые. Да, вот одна часть, левая часть, собственно, корпуса, нижняя часть крыло. Ну, точнее говоря, то ли верхняя, то ли нижняя его часть. Не совсем понятно. Значит, часть хвостового оперения, вот эти самые, я так подозреваю, подвесные баки. Вот вооружение, судя по всему. Вооружение, кстати, бомбы, вот эти, по крайней мере, по-моему, с какими-то крутыми утяженными вот здесь. Но, насколько я понял, они, по-моему, не используются, вот конкретно вот эти бомбы. Так что, может быть, и нет. Тут что-то типа ракет-бомб тоже. Ну, так довольно примитивно все отлито. Подвесные баки вроде бы из двух половин, вроде бы без утяжен. Пилоны вооружения. Тут еще какие-то вот рельеф какой-то дан на хвостовом оперении. То есть расшивка, ну, такая достаточно, она прощупывается, не то чтобы очень глубокая, на корпусе вообще еле-еле заметно. Ну, как бы, то есть видно, что прям вот откровенно бросающихся огрехов, кроме вот утяжен на вот этих элементах нет, но и как бы видно, что все достаточно несовременно, скажем так, сделано. Ну, за свои деньги, может, и пойдет. И второй, собственно, литник, это у нас, значит, нижняя часть, насколько я понимаю, крыла в одну деталь. Тоже расшивка какая-то не очень глубокая. Собственно, вот приборы, панели приборов у нас тут рельефные даны.
В принципе, при желании можно, наверное, и без декали обойтись, и там кисточкой что-то подкрашивать, но это, конечно, будет сложно делать, уж больно все мелко. Так, вот это я, насколько помню, сопло. Причем оно, по-моему, там дано как в варианте прозрачного пластика, так и пластиком просто. Ну, вот нам тут дают. Возможно, это не используется. Да, второй подвесной бак. Значит, правая часть фюзеляжа, несколько еще дополнительных элементов, кресло пилотов, фигуры пилотов нет, колеса в одну деталь, собственно, отлиты не из двух половин с воздухозаборники, стойки шасси тоже достаточно, ну, типа, опять же, как и предыдущий литник, прям откровенно. Я читал в обзоре, что вроде как с пластиковым непрозрачным соплом оно вроде как не используется, но типа как-то там с дефектом с каким-то отлито, в общем, посмотрим. Как оно, собственно, будет ли, значит, ну, собственно, все. То есть, ну, как бы, типа, вроде как есть, вроде как бы не супер круто, не супер красиво, но вроде и без каких-то прям огроменных огрехов. То есть, очень дешевенько, но, типа, сойдет за свои деньги. И остается у нас буквально детали прозрачный пластик, собственно, детали фонаря такие слегка мутноватенькие, но по крайней мере целые. Три, вот это, по-моему, что-то приборная часть какая-то. Это, по-моему, маячки проблесковые или что-то такое. То есть вот так оно все, в принципе, крупно выглядит. Ну, типа пойдет. И вот этот последний странный элемент, который меня слегка удивил, но это сначала я не понял, что это, потом прочитал, что это, оказывается, сопло двигателя. То есть то ли какая-то замена дана, чтобы, может быть, какой-то дефект исправляли, литья или что-то такое. То есть почему-то заменили сопло двигателя, заменили на детали из прозрачного пластика. То есть, возможно, как-то в последний момент какой-то отливали какое-то исправление, может быть, потому что то сопло без, собственно, сквозного отверстия. Как так оно получилось. Но это уже гипотезы и спекуляции. И, собственно, вот и все, что можно сказать по данной модели. Ил-39 Альбатрос очень распространенный самолет. Перепак Южного фронта от моделиста. Кстати, вооружения не такие, как изображены на бокс-арте. Ну, вот, по крайней мере, вот этого блока, по-моему, точно не было. Ну, как бы вот так вот. Примитивненькая декаль, нет явных огрехов литья. Но и, в принципе, каких-то таких очевидных крутых преимуществ у модели тоже нет. Сойдет за свою небольшую цену.